мышления, связанные с работой двух полушарий мозга. Первый связан с левым полушарием мозга и называется логическим. Второй связан с работой правого полушария и называется эвристическим. Третий режим связан с работой обоих полушарий одновременно и называется прямым знанием. Логическое мышление связано с личностью и ее историей. Накапливая знания, личность приобретает информацию. Используя ее, личность приобретает опыт. Опыт формирует личную историю. Логическое мышление сравнивает текущую ситуацию с накопленным опытом и строит поведение на основании накопленного опыта. То есть оно помогает выстроить линию поведения в уже известных ситуациях и не помогает, если ситуация новая. Главная проблема состоит в том, что люди путают опыт и знания. Если человеку рассказали о какой-то ситуации или он о ней прочел, то это просто информация, а не личная история. Только получив личный опыт, человек может использовать его в цепочках логического мышления. Поэтому любые увещевания и поучительные истории ничему людей не учат. Есть проповедники, писатели и психологи, которые могут настолько убедительно рассказать человеку историю, что он воспримет ее как личный опыт. Обычно разница между рассказанной историей и личным опытом состоит не только в объеме, но и в мерности информации. То есть личная история – это информация, полученная по 5 каналам, соответствующим 5 органам чувств. Если происходит событие, не имеющее исторических прецедентов, то логическое мышление перестает работать. Пример. Психологи провели эксперимент. Одели человека в средневековые доспехи и отправили его гулять по улицам. Большинство людей этого рыцаря вообще не заметило. Их сознание просто игнорировало невозможную ситуацию. Правое полушарие связано с другим способом мышления, который называется интуитивным. Если левое полушарие связано с вишудха-чакрой, голубой, то правое связано с аджна-чакрой, синий. При этом левое полушарие синхронизировано с Солнцем. Если сделать кардиограмму, то на ней будет виден особый импульс, который соответствует сигналу, полученному от Солнца. Этот синхросигнал формирует представление о настоящем времени. То есть все организмы, включая растения и животных, находятся в одном временном горизонте. Правое полушарие работает быстрее левого. Поэтому сознание правополушарных людей находится в будущем. Они могут видеть, чувствовать события будущего и действовать на основании полученной информации. Подобные действия являются рефлекторными, рефлекс – ответ на внешний раздражитель. Таким образом, правополушарные люди действуют эффективно, но вне логики. Если логическое мышление основано на прошлых событиях, то интуитивное базируется на будущих. Человек с правополушарным мышлением не думает и не анализирует ситуацию, а сразу действует, исходя из последствий своих действий. Так, например, многие случаи воровства, клептомании основаны на том, что человек видит безнаказанность своего поступка. И он действует как грибник в лесу, который собирает грибы и ягоды, не задумываясь о том, что ворует у белочек и ежиков. Он чувствует себя фартовым, удачливым сверхчеловеком, отличающимся от остальных людей, ежиков и белочек-лохов. Никакие морально-этические ограничения на этих людей не действуют. Кроме того, если левое полушарие является базой сознания «я», то правое содержит в себе прошлое воплощение, союзники, не «я». У правополушарных людей источником мотивации к поведению часто является такой союзник. То есть поведение формируется не текущей, известной нам личностью, а совершенно неизвестным нам сознанием, сформированным в далеком прошлом. Пример. Маньяк, серийный убийца не может объяснить причину своих действий. Однако исследование деталей показывает, что все жертвы были убиты в соответствии с правилами жертвоприношений ацтекскому богу урожая. Причина. Активизировавшаяся у этого человека в подсознании и правом полушарии личность ацтекского жреца.